Сөз депутат Асанова Жанна Бесентайқызына беріледі. Рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Наш депутатский запрос адресован премьер-министру Олжас Абаевичу и касается совершенствования системы медицинского освидетельствования на состояние наркотического и токсического опьянения. Участились случаи, когда лица с явными признаками опьянения и дезориентации по результатам освидетельствования признаются трезвыми. Это свидетельствует о системных пробелах в действующих методиках, особенно в части выявления новых психоактивных веществ и токсичных ингалянтов. Проблема охватывает летучие токсичные вещества, как клей, момент, ацетон, бензин и другие, синтетические НПВ, это новые психоактивные вещества, спайсы, соли, фенотиламины и другие, не входящие в перечень контролируемых веществ, полинаркотические состояния, не охваченные отдельными диагностическими алгоритмами. Приказы Минздрава номер 203/2020 и постановление правительства 470 содержат не весь перечень актуальных веществ, активно употребляемых молодежью. Используемые лабораторные тесты не выявляют современные соединения, а продажа некоторых веществ бытового назначения несовершеннолетним не запрещена. В результате невозможность доказать факт употребления, правовая безнаказанность и рост латентного наркопотребления. Особое беспокойство вызывает случаи вблизи школ и торговых центров, где подростки используют ингалянты. Также систематически возникают сложности с фиксацией состояния опьянения у водителей. Из-за отсутствия лабораторного подтверждения полицейские не могут применять меры, предусмотренные законом. Отсутствие оперативного механизма обновления перечней, несовершенные методики и техническая отсталость лаборатории – это снижение общественной безопасности и неэффективность профилактики, особенно среди уязвимых групп. Международные протоколы, включая рекомендации ВОЗ и практики стран ОСР, предусматривают актуализацию перечней диагностируемых веществ не реже одного раза в год, расширение лабораторных панелей с применением высокоточных методов, это газовая хроматография, масс-спектрометрия, классификацию опьянений, алкогольных, наркотических, токсикоманических, полинаркотических с различной юридической и клинической квалификацией, подготовку медперсонала к работе с новыми формами новых психоактивных веществ. Учитывая изложенное, прошу принять следующие меры. Первое – провести официальный аудит и анализ эффективности действующей методики медицинского освидетельствования, в том числе используемых лабораторных панелей и перечней веществ. Второе – обеспечить обновление нормативных актов, регулирующих порядок освидетельствования, с включением летучих токсичных веществ и новых психоактивных веществ с учетом международной практики. Третье – разработать единый национальный протокол диагностики состояния опьянения, включающий поведенческую оценку, лабораторную и инструментальную диагностику с внедрением многоступенчатого алгоритма освидетельствования, позволяющего учитывать новые формы потребления психоактивных веществ и полинаркотические состояния. Четвертое – обеспечить межведомственное взаимодействие Минздрава, МВД, Минюста, судебно-медицинской службы и наркологических учреждений. Пятое – провести повышение квалификации медработников, наркологов и полицейских с внедрением методических рекомендаций по диагностике новых психоактивных веществ, токсикомании и алгоритмам правового реагирования при отсутствии положительного теста. Также считаем, что пора рассмотреть вопрос о введении ограничений на продажу отдельных видов токсичных веществ бытового назначения несовершеннолетним, а также взять на отдельный контроль ввоз и производство бытовых клеев и растворителей на предмет анализа их химического состава. О результатах рассмотрения депутатского запроса просим дать письменный ответ в соответствии с законом. С уважением, депутаты Асанова, Ниязова, Кожаев. Рахмет.